Всем привет! Это SPL Lab. Меня зовут Кирилл, и сегодня мы поговорим о режиме измерения RTA для замера АЧХ на высокочастотных сигналах на всем слышимом диапазоне. Вот, для начала по настройке оборудования. Значит, у меня тут подключено два прибора. Один из них NextLab, другой микрофон обычный USB. Не забываем, что при установке типа сенсора RTA на порту нам нужно сюда ввести коэффициент. Если у вас обычный микрофон без коэффициента, написанным на торце, то вы ставите в дефолт или же 0. Если коэффициент написан, обычно там это минус 8, минус 5, что-то такое, вы сюда вводите вот точно значение, которое у вас написано. Иначе измерения будут неправильные. Для твердотельных датчиков белого цвета 23,7 стандартный коэффициент. Есть еще такой вот лайфхак, о котором мало кто знает. В режиме RTA можно производить замеры с помощью датчика мощности по напряжению. Вот если мы оставим только датчик мощности один, он у меня на третьем порту подключен. Откроем режим. И мы можем начать замер, то есть он фактически будет у нас измерять канал напряжения. Правда, один нюанс, что это только до 15 кГц. Но можно также АЧХ строить и так далее. Как строить, я покажу чуть позже. Вот. Дальше перейдем к уже установке микрофона. То есть вот у нас подключен следующим устройством USB микрофон. Опять же, двух типов он может быть. USB RTA метр, это для АЧХ. И USB Noise метр, это у нас для громких фронтов. Им тоже можно измерять АЧХ, но только на громких системах. Здесь опять же нюанс с коэффициентом. Тот, который у вас написан на торце, нужно сюда ввести. Это что-то там порядка 160-165, зависит от конкретного микрофона. Если же вы выбираете USB RTA метр, то у вас этот коэффициент на микрофоне не написан. Коэффициент там общий, вводить его не надо. Вот у нас подключен USB RTA метр Pro. Будем работать непосредственно с ним. Итак, открываем режим RTA. Пробежимся по основным контурам. Они, в принципе, стандартные для всех режимов. Но есть какие-то, естественно, специфические. Запуск, остановка замера, сброс результатов замера, удержание пика, загрузка значений настроек по умолчанию, количество каналов. Тут, как и в режиме SPL или AVG, каналов может быть до 4. Количество знаков после запятой, время замера, тип отображаемой величины. Что здесь может быть? Пиковая амплитуда. Это амплитуда пиковой составляющей спектра. Очки. К этому я вернусь чуть позже. Коэффициент гармонических искажений. THD. Вот, собственно, он у нас тоже всегда здесь присутствует на осциллограмме. Ну, давайте с него начнем. Запустим замер. Вот у нас тон идет 40 Гц. Выглядит хорошо. В общем-то, никаких искажений мы не видим. И у нас значение THD меньше, чем 1%. Далее мы начинаем потихонечку увеличивать амплитуду. Вот у нас уже появился небольшой клип. И значение THD сразу резко повысилось. То есть было оно у нас 0,4, 0,2. При возникновении клипа сразу же оно повышается. То есть, если мы относительно смотрим на это значение, то есть мы должны оценивать, что у нас на чистой синусоиде значение THD маленькое, а при возникновении искажений оно резко начинает расти. Вот видите, у нас уже тут на синусоиду-то особо и не похоже, а больше похоже на прямоугольник. И 23 равен коэффициент. Уменьшаем амплитуду и видим, что значения у нас стали небольшие. Это что такое коэффициент гармонических искажений. Средняя амплитуда. Средняя амплитуда — это просто средняя арифметическая спектра в данной ситуации. То есть, если мы запустим замер, мы увидим, что она у нас равна 19 дБ. Ну, естественно, это будет у нас, если у нас
уровень шумопокоя там, основного спектра он меньше 50 дБ, то да, среднеарифметическое на одном тоновом сигнале будет вот такое. Если же мы запустим, допустим, шум, то, соответственно, она у нас будет большая. И вот эта вот красная линия, которую можно включить, выключить, вот этой вот галочкой, она тоже у нас отображает среднюю амплитуду. А дальше у нас есть интегральная амплитуда. Это считается не средняя арифметическая, а средняя интегральная по сложной формуле. Вот, оно у нас чуть больше получилось в данной ситуации, но здесь это опять же для проведения таких более сложных замеров. Можете поэкспериментировать и то, и другое, попробовать значения для отображения. Здесь я углубляться сильно не буду. Здесь мы указываем диапазон отображения спектра и диапазон расчета. То есть, если мы укажем 1000 Гц от 10 до 1000 Гц и дадим тон, допустим, 2000 Гц, то он уже у нас не попадет в область замера, в область отображения и к расчету принят не будет. Ну, мы пока поставим по максимуму. Гибридный режим ПВР. Тут все стандартно. Единственный нюанс, если вы измеряете сигналы выше, чем там 500 Гц, то галочку шумоподавления надо снять, потому что высокочастотные сигналы этот режим гасит. Здесь калибровки режима ПВР. Ну, про вот эти все настройки я расскажу именно когда буду описывать режим ПВР. Это что касается гибридных режимов. Сейчас мы его отключим, пока он нам не нужен. Здесь опять же по табло, вот они, осциллограмма, спектр, все эти составляющие, их можно отключать, включать, как вам удобно. То есть кому-то будет нужно видеть в основном табло, кто-то смотрит на форму сигнала, кто-то смотрит на спектр. Как удобно, можно всегда настроить. Здесь у нас вывод значений в выносное табло, как и в других режимах, дополнительные данные на табло, осциллограмма, либо же форма сигнала во времени, как и в других режимах. Ну и, собственно, спектр. У спектра тоже стандартные контролы, за исключением возможности отображения средней амплитуды. Также при включении логарифмической шкалы по оси X у нас появляется возможность выбора октав. Вот, про октавы мы сейчас тоже поговорим. Это очень важная вещь для замера АЧХ. Еще здесь у нас есть возможность выбора взвешивания. Взвешивание тоже можете почитать. Оно бывает А, Б, С, Д нескольких типов. Вот здесь мы его можем видеть. Это такая своеобразная маска, которая накладывается на спектр. Допустим, оно близко к человеческому уху по звучанию, то есть показывает, как реально после всех преобразований в наш мозг попадает звук, на каком АЧХ, скажем так. Ну, можете тоже почитать, это есть все в Википедии, в интернете, как это все накладывается, как это все выглядит. Про программу можно лишь только сказать, что это у нас получается маска, накладываемая на спектр. Теперь по поводу очков. По сути, это алгоритм, который позволяет нам вычислять неравномерность АЧХ относительно либо среднего значения, либо мы это значение здесь указываем конкретно. Более детально по всем параметрам можно почитать в инструкции, но я по ним пробегусь. Здесь мы настраиваем алгоритм, смотрим, какой у нас должен быть выброс, какого значения. То есть, допустим, больше 6 дБ любой выброс дает вычет из общего количества очков 3 дБ. Первый выброс, который у нас больше или равен 4 дБ, вычитает 3. Не первый выброс более 4 дБ вычитает только 1 очко. Таким образом, вот это вот все можно комбинировать, удалять, добавлять. Здесь есть много разных параметров. Допустим, первый, последний, не последний, максимальный, минимальный, не максимальный, не минимальный, любой. То есть это можно очень гибко настроить, и при замере
Вот у нас сейчас подается розовый шум, сигнал. При замере мы можем точно в очках сказать, насколько у нас текучая АЧХ неравномерна и сколько можно дать за это, скажем так, очков. Есть еще такой параметр, как усреднение временное. Указывает на количество сэмплов, которые мы используем для усреднения во времени. Что это дает? Это полезно для шумовых сигналов. Вот смотрите, сейчас я установлю единичку, то есть усреднения нет. И у нас фактически спектр постоянно находится в движении. То есть мы не можем зафиксировать что-то, увидеть. Для этого на шумовых сигналах мы должны это значение увеличить. То есть, ну, допустим, 20 или ну, вот 30 мы поставили. И смотрите, у нас спектр стабилизируется. И сейчас мы видим, что он стал у нас ровненький, и мы можем увидеть все вот эти провалы, все выбросы и так далее. Это, в общем, что касается временного усреднения. Дальше, вот еще возникает вопрос, почему здесь такие значения частоты, хотя вот, допустим, сейчас мы подаем тон частотой ровно 40 Гц. То же самое, что с режимом АВГ. В том плане, что здесь разрешение по частоте не 1 Гц. Поэтому мы с точностью до 1 Гц здесь измерить частоту сигнала не можем. Здесь разрешение порядка 2,7 Гц. Поэтому имейте это в виду. Каждый вот этот столбик шириной 2,7 Гц. Еще раз я покажу цветовые банки, чтобы было наглядно. Вот, соответственно, цветная кнопка — это сохранение текущего спектра в банк. Галочка рядом — это показать, скрыть. Это нам полезно для сравнения. То есть, если мы сбросим и будем отображать только спектр, вот мы видим две кривые, которые мы сравниваем на разных частотах. Эти значения можно экспортировать в формат для Excel, чтобы потом загрузить в табличку и там как-то проанализировать, уже какую-то свою математику использовать. Либо можем записать во внутренний формат в банк. Таким образом мы потом можем в следующий раз запустить программу, загрузить этот файл, и у нас эти графики будут на экране. Это удобно для сравнения замеров между собой. Итак, давайте теперь поговорим про сами методики замера АЧХ. Какие нам лучше здесь включить параметры и как это все лучше сделать. Методики в основном две, точнее даже можно сказать три. Первое — это замер на свиптоне, а второй замер это замер на шумовом сигнале, либо на розовом, либо на белом шуме. Вот. Начнем мы со свиптона. Чем свиптон хорош? Свиптон позволяет нам в один момент времени выполнять воспроизведение только на одной частоте. Соответственно, у нас вся энергия, вся мощность сосредотачивается в этой одной частоте. И громкость, и высота спектра у нас выше. Если же мы делаем измерение на шумовом сигнале, то у нас мощность каждый момент времени распределяется по всему спектру. Соответственно, высота самого спектра будет ниже. Если у нас не хватает чувствительности микрофона или не хватает громкости динамика, то мы можем применять замер с помощью свиптона. Но там есть свои нюансы. Каковы должны быть настройки спектра для измерения АЧХ на свиптоне? Нам нужно включить удержание пика. Желательно включить логарифмическое представление спектра, хотя мы можем это по ходу дела включать-выключать. Обязательно отключить усреднение. Сейчас я вам покажу замер на быстром свиптоне. То есть, пускай у нас будет от 10 до 20 тысяч Гц. И он у нас пускай будет быстрый, 10 секунд. Давайте посмотрим, как это все будет выглядеть. Вот мы запускаем замер и запускаем свиптон. Вот он у нас прокатился. Он у нас быстрый. Но смотрите, что у нас получилось.
у нас при том, что это генератор, и у него в принципе АЧХ ровная, у нас получились вот такие вот волны. Почему так? Потому что программа не успевала посчитать на определенных частотах, потому что они менялись очень быстро. Для того, чтобы нам получить точный, ровный АЧХ на свиптоне, нам нужен долгий замер, в котором частоты изменяются медленно. Сейчас я его включу, но я сделаю его убыстренным, чтобы не ждать, потому что это у нас займет порядка 10 минут. Итак, вот у нас завершился замер спектра по свиптону. Что мы здесь видим? Ну, во-первых, это у нас заняло достаточно долгое время. Во-вторых, все равно, несмотря на то, что это было, в общем-то, даже долго, все равно мы видим вот эту вот определенную неравномерность. Она будет меньше, если мы отключим логарифмическое отображение по оси X, но тем не менее, если вот мы увеличим там немножко, допустим, возьмем отображение там с 10 до 1000, вот все равно мы видим вот эти неравномерности. Но если же мы уменьшим масштаб, то в принципе вот он у нас идеальная ровная АЧХ нашей вот этой вот системы. Мы можем ее сохранить в банк. Давайте это сделаем, вот в красненький сохраним, чтобы дальше могли сравнивать с другими АЧХ. Давайте теперь сделаем измерение на шумовом сигнале, на белом шуме. Итак, запускаем белый шум, запускаем замер, смотрим, что у нас получается. Вот у нас белый шум идет и большие флуктуации. Для этого мы как раз устанавливаем усреднение. Вот поставим на 30, сразу видим, амплитуда флуктуации уменьшилась. И вот у нас две эти АЧХ, которые, в общем-то, похожи. Вот сохраним желтенькую. Имеют оба прямую форму. Ну, здесь у нас только до 20 мы килогерц проигрывали свиптон, поэтому свиптон здесь обрубается. Шум у нас играет на всем диапазоне. Мы видим, что он гораздо по уровню ниже, потому что в один момент времени проигрывание идет на всем диапазоне. В отличие от свиптона, где в один момент времени проигрывание идет на одной частоте. Теперь давайте посмотрим, что будет, если мы включим октавное отображение. Для начала мы включим логарифмическую шкалу. И попробуем включить отображение по октавам. Я рекомендую 1/9, 1/12. Мы видим, что при этом отображении АЧХ белого шума у нас имеет большой спад. То есть это уже не актуальное получается отображение. В отличие от свиптона, который у нас остался в принципе практически прямой. Вот, соответственно, для измерения сигнала на белом шуме нам нужно отключить октавное отображение, чтобы он у нас остался прямым. Теперь запустим замер розового шума. Вот у нас розовый шум на неоктавном представлении. Что мы видим? Мы видим спад, опять же, только в другую сторону, тоже большой, порядка 30 дБ. То есть розовый шум измерять на неоктавном представлении — это неправильно. Запустим опять замер и посмотрим, как у нас будет выглядеть розовый шум, если мы включим октавное представление. Вот даже 1/24. И мы видим, что розовый шум у нас стал абсолютно прямой. Останавливаем замер. Смотрим, как это все выглядит. А выглядит следующим образом. Что у нас получается? Что первый наш замер свиптон у нас, в общем-то, сохранил исходную свою форму. Даже если мы отключаем отображение октавное, то он все равно у нас прямой. То есть он, получается, у нас не зависит. Хотя если мы смотрим на начальные частоты, то здесь мы, в принципе, определенный спад видим.
правильнее отображать свиптон на неоктавном представлении. Смотрим на белый шум. Он у нас прямой на неоктавном представлении. Меняем представление на октавное. И видим, что у нас белый шум имеет спад, а розовый шум при этом имеет правильную прямую форму, соответствующую нашей АЧХ. Для быстрого замера АЧХ нам больше всего подходит розовый шум. Почему? Потому что октавное отображение, оно более информативно. На нем можно лучше и детальнее увидеть всякие выбросы, в отличие от отображения неоктавного, где у нас вот такой вот он ершистый, и, в общем-то, нам нужно каждый участок увеличивать, чтобы в нем что-то рассмотреть. Поэтому для замера АЧХ мы включаем нужные нам октавы, мы включаем розовый шум и запускаем замер. При этом удержание пика у нас должно быть отключено, а усреднение, ну, обычно это 20 или 30. Вот сейчас мы видим живую нашу АЧХ, то есть в реальном времени. И давайте посмотрим, что еще можно сделать. Мы можем прямо во время замера, только немножко мы уменьшим усреднение, чтобы данные обновлялись побыстрее, мы можем изменить форму нашего проигрываемого сигнала. Ну, допустим, мы вот немножко меняем форму и видим, как у нас плавненько сразу же меняется АЧХ. То есть это практически получается замер АЧХ в реальном времени. Во все это время у нас играет наш шумовой сигнал и идет замер. Меняем еще раз. Получаем еще более сильный спад. И, в общем-то, задержка, ну, у нас получается буквально несколько секунд. То есть, таким образом мы можем менять настройки эквалайзера и видеть, как у нас меняется звучание. Также мы можем менять настройки фильтров и так далее. То есть, все это будет отображено в реальном времени. Вот давайте эту тоже кривую сохраним. Остановим замер, сбросим. Вот у нас с вами несколько кривых спектров. Красная, выполненная на свиптоне долгом. Желтая, выполненная на белом шуме. Синяя, выполненная на розовом шуме. И фиолетовая, это у нас коричневый шум. Вот мы все это видим на одном экране. Мы можем эти кривые экспортировать в табличный формат, в текстовый, сохранить в файл, чтобы потом загрузить для дальнейшего сравнения. Плюс ко всему мы можем вот так нажимать на спектр и видеть, какие значения у нас в данной точке для данной частоты для каждого из банков. То есть 117 для красного, 86 для желтого, 77 для синего и 59 для фиолетового. Тоже это удобно для сравнения. И еще раз давайте кратко повторим. Для быстрого замера АЧХ отключаем удержание пика, ставим усреднение, включаем розовый шум, включаем октавное отображение. То есть сначала мы включаем логарифмическую шкалу, потом включаем октавное отображение. И запускаем замер. И мы получаем на розовом шуме прямой сигнал. Также мы можем оставить замер включенным, уменьшить усреднение и таким образом видеть показания в реальном времени. С вами был Кирилл. Это SPL Lab. До новых встреч.